Я бросилась в огонь, чтобы спасти наше будущее, а собственный муж объявил меня сумасшедшей, чтобы забрать деньги себе. Свекровь всегда говорила, что я приношу в дом только грязь и нищету. Но она не знала, что в кармане моего старого прожженного пуховика, который она с такой ненавистью швырнула в костер, лежало то, что могло изменить наши жизни навсегда или разрушить их окончательно. Когда я вытащила из огня обгоревший клочок бумаги, кожа на моих руках уже дымилась. Но боль пришла позже. Сначала был только страх. Страх не за себя, а за то, что этот крошечный билет – мой единственный шанс на спасение – превратиться в пепел. А прежде чем мы продолжим эту историю о человеческой алчности и чудесном спасении, напишите, пожалуйста, в комментариях, верите ли вы в лотереи? Или считаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? И из какого вы города? Мне очень важно знать ваше мнение. В тот день все началось как обычно. 33 года. Возраст Христа, как любила шутить моя мама. Но в моей жизни не было ничего святого, только бесконечная усталость. Я, Аня, работала кассиром в супермаркете «Пятерочка», по 12 часов в сутки, слушая писк сканера и ругань покупателей. Мой муж, Игорь, считал себя непризнанным гением. Он целыми днями лежал на диване, нажимая кнопки на геймпаде и рассуждал о том, что скоро найдет работу мечты. А пока мы жили на мою зарплату и пенсию его мамы, Нины Петровны. Нина Петровна – это отдельная история. Женщина, у которой вместо сердца был калькулятор, а вместо души – книга жалоб. В то утро я вернулась со смены, держа в кармане билет русского лота. Я купила его на сдачу просто так, от безысходности. Пока муж спал, а свекровь гремела кастрюлями на кухне, я заперлась в ванной и открыла приложение на телефоне. Цифры. 4, 18, 22, 45. Мои руки задрожали. Я протерла глаза. На экране горела сумма, которую я не могла даже выговорить. 75 миллионов рублей. Сердце колотилось так, что казалось, оно сейчас пробьет грудную клетку. 75 миллионов. Это новая квартира. Это лечение для мамы. Это свобода. Свобода от этого старого дивана, от вечного запаха жареного лука, от унижений. Я хотела выбежать и закричать от радости. Но что-то меня остановило. Интуиция или страх? Я услышала голос Нины Петровны из кухни. «Игорек, сыночек, просыпайся. Эта дармоедка опять хлеба не купила. Твоя жена совсем от рук отбилась. Ходит в этом своем пуховике, как чучело огородное. Стыдно перед соседями?» Я посмотрела на свой старый синий пуховик, висевший на крючке. Он был потертый, местами заштопанный, но теплый. Я сунула билет во внутренний карман, застегнула молнию и решила: скажу им вечером. Устрою сюрприз. Куплю торт, шампанское. Может быть, тогда они наконец-то посмотрят на меня с уважением. Какая же я была дура. Я ушла в магазин за тортом. Меня не было всего 40 минут. Когда я возвращалась к подъезду, я увидела дым. Во дворе возле мусорных баков горел костер. Нина Петровна стояла рядом, скрестив руки на груди, и с мстительной улыбкой наблюдала, как пламя пожирает тряпки. «Наконец-то порядок на виду», – бормотала она. «Вышвырнула весь хлам. Пусть новую одежду покупает, если хочет в моем доме жить». У меня внутри все похолодело. Среди горящих коробок и старых газет я увидела знакомый синий рукав. «Нет!» – закричала я так, что вороны взлетели с деревьев. «Не трогайте!» Я бросила пакет с тортом в грязь и побежала. «Ты чего орешь, полоумная?» – удивилась свекровь. «Я твою рвань сожгла, скажи спасибо». Я не слышала ее. Я видела только одно. Огонь подбирался к внутреннему карману. К моим 75 миллионам. К моей новой жизни. Не раздумывая ни секунды, я нырнула прямо в костер. «Аня, стой!» – это крикнул Игорь, который вышел на балкон покурить. Жар ударил в лицо. Я почувствовала запах паленых волос. Мои руки схватили горящую ткань. Боль была адской, словно тысячи иголок вонзились в ладони. Но я рвала ткань, пытаясь добраться до заветной бумажки. «Ты что творишь?» – визжала свекровь. «Она сумасшедшая. Игорек, вызывай дурку, она совсем свихнулась». Я выкатилась из огня, прижимая к груди дымящийся комок. Мои ладони были красными, кожа пузырилась. Я рыдала от боли, но разжала пальцы. Билет. Он был там. Края обгорели, штрих-код был едва виден, но цифры уцелели. Игорь выбежал во двор в одних тапочках. Он смотрел на меня, как на умалишенную. «Ты больная?» – прошепел он. «Ты зачем в огонь полезла из-за старой тряпки?
Я подняла на него глаза, полные слез, и протянула ему обгоревший листок. «Это не тряпка?» – прохрипела я. «Это 75 миллионов рублей, Игорь. Мы выиграли». Он замер. Его лицо вытянулось. Он выхватил билет из моих обожженных рук. Нина Петровна подбежала к нам, заглядывая через плечо сына. «Что? Сколько?» Ее глаза, только что полные ненависти, вдруг вспыхнули жадностью. «Врежь!» «Не врет мама», – прошептал Игорь, проверяя тираж в телефоне дрожащими пальцами. «Все сходится». Я сидела на грязном снегу, баюкая обожженные руки. Боль становилась невыносимой. Я думала, они сейчас кинутся меня обнимать, вызовут скорую, поблагодарят. Но Игорь и Нина Петровна переглянулись. И в этом взгляде я увидела не радость и даже не благодарность. Я увидела там приговор. «Игорек», – вкратчиво, почти шепотом сказала свекровь, не сводя глаз с билета. «А ведь если она, недееспособная, то кто будет опекуном? Кто деньгами распоряжаться будет?» Игорь медленно перевел взгляд с билета на меня. На мои ожоги. На мой безумный вид после пожара. «Ты права, мама», – сказал он, и его голос звучал чужим, холодным. «Нормальный человек в огонь не прыгнет. У Ани явно нервный срыв. Ей нужно отдохнуть. В специальном учреждении». Я попыталась встать, но ноги не слушались. «Вы что?» – прошептала я. «Вызовите врача. Мне больно». «Мы вызовем, Анечка, вызовем», – ласково сказала свекровь, пряча билет в свой карман. «Самых лучших врачей вызовем. С санитарами». Они стояли надо мной, возвышаясь, как две темные башни, а я поняла. Я спасла билет, но потеряла себя. Когда я очнулась, мир был белым и пах хлоркой. Первое, что я почувствовала – это не боль, а странную пустоту. Мои руки, они были замотаны в толстые слои бинтов, словно две огромные куклы. Я попыталась пошевелить пальцами, и острая вспышка боли напомнила мне о костре. Очнулась наша героиня, раздался скрипучий голос. Я повернула голову. У окна стояла Нина Петровна. На ней было ее лучшее выходное платье, а на губах играла та самая улыбка, с которой она обычно отчитывала кассиров в магазине за просроченный кефир. Рядом, ссутулившись, сидел Игорь. «Где билет?» – прохрипела я. Горло соднило от дыма. «Какой билет, деточка?» Нина Петровна подошла ближе, и я увидела в ее глазах ледяной холод. «Ты бредишь. Тебе приснилось. Не ври». Я попыталась сесть, но ремни удерживали меня. «Игорь, скажи ей. Мы выиграли 75 миллионов. Билет у меня в...» «Тихо, тихо, больная». В палату вошел врач. Высокий, грузный мужчина с мясистым лицом. Он не смотрел на меня, он смотрел на Игоря. «Ну что, родственники?» «Диагноз подтверждается. Острый психоз на почве финансовой несостоятельности. Пациентка одержима идеей внезапного обогащения». Я замерла. «Что вы несете?» – прошептала я. «Игорь, покажи ему билет. Он же у тебя». Игорь, наконец, поднял на меня глаза. В них не было любви. В них был страх пополам с алчностью. «Аня», – его голос дрожал. «Нет никакого билета. Ты просто сожгла свое пальто. Мама хотела его почистить. А ты набросилась на нее, потом прыгнула в огонь. Ты кричала про миллионы, про богатство. Мы с мамой очень испугались за твою психику. У меня перехватило дыхание. Предательство. Оно было острее, чем ожоги третьей степени. Ты продал меня?» Слезы потекли по щекам, впитываясь в подушку. «За бумажку. За деньги ты продал свою жену в сумасшедший дом? Не смей так разговаривать с мужем», – взвизгнула свекровь. «Он тебя, дуру, спасает. Мы, между прочим, платные палаты тебе оплатили. Из последних сбережений. Доктор, вкалите ей что-нибудь, она опять буйная». Врач кивнул и достал шприц. «Игорь!» – закричала я, дергаясь в ремнях. «Вспомни, как мы мечтали о ребенке. Вспомни, как я ухаживала за тобой, когда ты болел. Не делай этого!» Игорь отвернулся к окну. «Прости, Ань», – буркнул он. «Так будет лучше. Для всех. Тебе нужно лечиться. А денежки?» – шепнула мне на ухо Нина Петровна, наклонившись так низко, что я почувствовала запах ее дешевых духов, смешанный с запахом гари. «Денежки любят тишину. И здоровых хозяев. А ты, милочка, теперь официально недееспособная. Кто ж поверит сумасшедшей поджигательнице?» Игла вошла в плечо.
Мир начал расплываться. Последнее, что я видела перед тем, как провалиться в темноту, это как Нина Петровна похлопывает себя по нагрудному карману. Там, где лежал мой билет. Моя удача. Моя жизнь. «Спи», – донесся до меня голос свекрови, словно из глубокого колодца. «А мы пока поедем оформлять выигрыш. Квартирку присмотрим? Игорю машину. А тебе здесь хорошо будет. Спокойно». Меня перевели в закрытое отделение. Палата номер 6. Ирония судьбы, достойная Чехова. Только здесь не было смешно. Здесь пахло мочой, вареной капустой и безысходностью. Дни слились в один бесконечный кошмар. Санитары меняли мне повязки грубо, срывая присохшие бинты вместе с кожей. Я кричала, а они смеялись. «Опять миллионерша наша орёт», – гуготал дюжий санитар Паша. «Эй, Рокфеллер, дай сотку до получки». Я пыталась объяснить врачам, требовала полицию, но каждое мое слово о лотерее только убеждало их в моем безумии. «Фиксация на бредовой идее», – писали они в карте. А тем временем, на свободе, моя семья готовилась к триумфу. Я представляла, как Игорь примеряет дорогие костюмы, как Нина Петровна выбирает золотые унитазы. Они думали, что победили. Они думали, что я сгнию здесь, забытая всеми. Но они совершили одну роковую ошибку. Они забыли, что жадность застилает глаза, и что даже идеально спланированное преступление может рассыпаться из-за одной маленькой технической детали. Прошла неделя. Мои руки начали заживать, оставляя уродливые рубцы. Но моя душа покрылась броней. Я перестала плакать. Я села на кровать, посмотрела на решетку на окне и поклялась. Я выйду отсюда. И я уничтожу вас. Не ради денег, а ради справедливости. В этот момент дверь палаты открылась. Но это был не санитар Паша с кашей. На пороге стоял мужчина в строгом сером костюме. За его спиной маячил перепуганный главврач. «Анна Викторовна?» – спросил незнакомец. Его голос был твердым, властным, но в нем не было издевки. Я кивнула. «Я Дмитрий Сергеевич, директор департамента безопасности Гослота», – сказал он, проходя в палату и брезгливо оглядывая ободранные стены. «У нас возникли вопросы по поводу выигрышного билета, который предъявил ваш муж. И у меня есть основания полагать, что этот билет принадлежит не ему». Мое сердце пропустило удар. Бумеранг запущен. Пока я считала трещины на потолке психиатрической клиники, в роскошном офисе Гослота разыгрывалась сцена, достойная премии «Оскар» за лучшую роль второго плана. Игорь и Нина Петровна сидели в кожаных креслах, как короли мира. Свекровь даже оттопырила мизинец, держа чашку с бесплатным кофе, а Игорь нервно поправлял галстук, который купил час назад в переходе. Напротив них сидел Дмитрий Сергеевич. Он молчал. Перед ним на столе в прозрачном пакете для улик лежало то, что осталось от билета. Обгоревший, пахнущий дымом и предательством кусочек бумаги. «Ну так что?» – не выдержала Нина Петровна. «Долго мы будем ждать? Мы люди занятые. У нас бизнес». Дмитрий Сергеевич медленно поднял глаза. «Бизнес, говорите?» – переспросил он спокойным, ровным голосом. «Это интересно, потому что, судя по состоянию билета, его пытались уничтожить. Обычно победители хранят свои билеты как зеницу ока, а не жарят их на костре». Игорь побледнел и начал теребить манжету пиджака. «Это случайность», – быстро сказал он. «Мы делали шашлыки. Ветер подул, билет выпал. Бывает же». «Бывает», – кивнул директор. «Но есть проблема. Штрих-код поврежден. Чтобы выплатить 75 миллионов, мы обязаны провести процедуру идентификации покупателя. Это закон». Нина Петровна фыркнула. «Какая еще идентификация? Вот мой сын. Он купил. Вы что, не верите честным людям? Да я на вас жалобу напишу». «В прокуратуру». Дмитрий Сергеевич нажал кнопку на пульте. Огромный экран на стене за его спиной ожил. «Жалобу вы написать успеете», – сказал он. «А пока давайте посмотрим кино». На экране появилось зернистое изображение. Супермаркет «Пятерочка». Дата и время покупки, восстановленные по серийному номеру билета. В кадре появилась женщина. Уставшая, с темными кругами под глазами. Она была одета в старый синий пуховик. Тот самый, который якобы случайно сгорел. Женщина протянула мятые купюры и взяла билет. В кабинете повисла тишина. Слышно было только, как гудит кондиционер. «Это не вы, Игорь», – заметил Дмитрий Сергеевич. «И уж точно не вы, уважаемая Нина Петровна». Игорь вскочил, опрокинув стул.
Это... это моя жена. Аня. Мы одна семья, бюджет общий. Какая разница, кто платил? Разница огромная. Директор встал, и вдруг кабинет показался слишком тесным для троих. Выигрыш выдается предъявителю, если он может доказать, что билет его. Вы утверждаете, что билет ваш. Но купила его эта женщина. Где она сейчас? Почему она не пришла с вами забирать такую сумму? Нина Петровна, поняв, что наглостью тут не возьмешь, решила сменить тактику. Она промокнула сухие глаза платочком и заговорила плаксивым голосом. «Ох, горе у нас, товарищ начальник. Анечка-то наша. Того. С головой у нее плохо. Совсем плоха стала. Бегает, кричит на людей, кидается. Мы ее бедную в лечебницу определили. Для ее же блага. Она ведь даже не понимает, что выиграла. Она думает, что это фантики». Игорь подхватил ложь матери. «Да, да. Она недееспособна. У нас и справка будет. Мы как опекуны действуем. Мы эти деньги на ее лечение потратим. В Швейцарию повезем». Дмитрий Сергеевич смотрел на них, и в его глазах закипал гнев. Он видел многое за годы работы. Он видел счастливых людей, видел растерянных. Но таких откровенных стервятников он видел впервые. «В лечебницу, значит?» – переспросил он. «Сразу после того, как билет оказался у вас. И сразу после пожара?» Он нажал кнопку селектора на столе. «Охрана, заблокируйте выходы. Никого не выпускать. И вызовите наряд полиции. Статья 159 «Мошенничество». И еще пару статей добавим, когда разберемся с ожогами покупательницы». Нина Петровна выронила чашку. Кофе растекся по ковру коричневой лужей. «Вы не имеете права», – взвизгнула она. «Мы честные граждане». «Игорек, скажи ему». Но Игорь уже не мог ничего сказать. Он осел в кресло, закрыв лицо руками. Дмитрий Сергеевич вышел из-за стола, взял папку с документами и направился к двери. «Сидеть!» – рявкнул он так, что даже Нина Петровна прикусила язык. «Полиция приедет через 5 минут, а я поеду навестить вашу больную жену. И если я найду на ее теле хоть один синяк, который не относится к пожару, я лично прослежу, чтобы вы сели надолго». Дверь моей палаты в психбольнице снова открылась. Я все еще сидел на койке, глядя на Дмитрия Сергеевича, который только что вошел. «Они сказали, что вы сумасшедшая», – тихо произнес он, глядя на мои забинтованные руки. «Сказали, что вы не понимаете ценности денег». Я подняла голову. Впервые за неделю я почувствовала, что дышать стало легче. «Я понимаю цену предательства», – ответила я. «А деньги? Деньги – это просто бумага». Дмитрий Сергеевич достал телефон. «Главврача ко мне», – сказал он в трубку. «Живо. И пусть готовят документы на выписку. Мы забираем Анну Викторовну. Ей нужно получить свой выигрыш. И дать показания». Двери моей палаты распахнулись, но на этот раз не для того, чтобы принести мне прокисшую кашу. В коридоре стояли люди в форме. Главврач, тот самый, что колол мне седативное по указке свекрови, теперь сам трясся, как осиновый лист. Его руки были скованы наручниками за спиной. «Анна Викторовна». Дмитрий Сергеевич лично подал мне пальто. Не мое старое, сгоревшее, а новое, теплое и красивое, которое он привез с собой. «Прошу вас». Этот кошмар закончился. Я вышла на улицу и впервые за неделю вдохнула морозный воздух свободы. Он пах снегом и справедливостью. Нас привезли в отдел полиции. В обезьяннике за решеткой сидели двое. Те, кого я когда-то называла семьей. Игорь, увидев меня, бросился к решетке. Его дорогой костюм был помят, галстук сбился на бок. «Аня! Анечка!» – закричал он, протягивая руки сквозь прутья. «Скажи им. Скажи, что это недоразумение. Мы же просто хотели как лучше. Мы сберечь деньги хотели. Для нас. Для нашей семьи». Нина Петровна, сидевшая на лавке, подняла голову. Ее лицо, обычно надменное, теперь было серым и торсму старым. «Неблагодарная», – прошипела она. «Мы тебя кормили, поили, а ты нас в тюрьму?» «Свекровь, в тюрьму? Бог тебя накажет». Я подошла к решетке вплотную. Мои руки все еще болели, но я сняла перчатки, чтобы они видели шрамы, красные уродливые полосы, память о том дне. «Бог уже все расставил по местам, Нина Петровна», – тихо сказала я. «Вы сожгли не просто пальто. Вы сожгли мост, который соединял нас». «Аня, прости», – завыл Игорь, понимая, что теряет все. «Я люблю тебя. Я все исправлю. Забери заявление, мы поделим деньги.
Пополам. Нет, все тебе. Только вытащи нас. Я посмотрела на него, на человека, с которым делила постель, хлеб и жизнь. И не почувствовала ничего. Ни любви, ни ненависти. Только брезгливость, как будто смотрела на таракана. «Заявление я не заберу», – ответила я твердо. «Мой адвокат, лучший в Москве, проследит, чтобы вы получили максимальный срок. Статья 127. Незаконное лишение свободы. Статья 163. Вымогательство. И еще покушение на мошенничество в особо крупном размере». «Ты не посмеешь?» – взвизгнула свекровь. «Мы твоя родня». «У меня нет родни», – отрезала я. «Моя семья сгорела в том костре». Я повернулась и пошла к выходу. За спиной слышались проклятия свекрови и жалкие всхлипывания мужа. Но я не обернулась. Суд был быстрым и показательным. Дмитрий Сергеевич предоставил все записи с камер и показания врачей, которые, спасая свои шкуры, сдали Игоря и Нину с потрохами. Игорь получил 5 лет колонии. Нина Петровна – 3 года, условно учитывая возраст, но с полной конфискацией имущества в счет морального ущерба. Квартиру, в которую она меня не прописывала и которой так кичилась, пришлось продать, чтобы выплатить мне компенсацию. А я получила свои 75 миллионов, но не потратила их на яхты или бриллианты. Полгода спустя я открыла дверь своей новой клиники. Реабилитационный центр для жертв домашнего насилия «Феникс». Для тех, кого, как и меня, пытались сжечь, сломать, объявить сумасшедшими. Мои руки зажили, хотя шрамы остались навсегда. Я не стыжусь их. Когда новые пациентки приходят ко мне, плачут и говорят, что выхода нет, я просто кладу свои руки на стол и говорю: выход есть всегда. Даже если кажется, что вы в огне. Главное не сдаваться. Вчера я видела Игоря. Случайно. Его выпустили по УДО. Он подметал улицу возле вокзала в оранжевом жилете. Он постарел, осунулся. Мы встретились взглядами. Он опустил глаза и отвернулся. Я села в свою машину и улыбнулась. Бумеранг вернулся. И он ударил точно в цель. Друзья, спасибо, что были со мной в этой истории. Цените себя и никогда не позволяйте никому внушать вам, что вы чего-то недостойны. Если вам понравилась история, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И напишите в комментариях, как вы считаете, справедливо ли наказание для Игоря и его матери? До встречи в новых видео.